Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. И если ты еще не подписался на нас, то не откладывай это на потом. В предыдущем ролике мы подвели итоги за прошедший год по сериалам, которые имеют высокий зрительский рейтинг. Сегодня мы подведем итоги 2023 года по фильмам, которые были высоко оценены любителями кино. А вы подписывайтесь, оценивайте и даже можете пошалить в комментах. Ну а мы презентуем подборку наиболее популярных фильмов прошлого года. Поехали! Это история об упорстве и целеустремленности. Хосе Эрнандес – мигрант из Мексики. Его семья занимается сельским хозяйством. Благодаря непоколебимой поддержке его родителей, родственников и учителей, Хосе удалось достичь на первый взгляд непостижимой цели – полета в космос. «За миллион миль отсюда» – это биографическая драма мексиканской режиссерши и сценаристки Алехандры Маркес Абеллы. За основу сюжета была взята реальная история Хосе Эрнандеса, а также его книга «Дотянуться до звезд», вдохновленная история фермера-мигранта, ставшего космонавтом. Фильм – своего рода дань уважения, верности и упорству в семье Эрнандес, а также посвященная всем, кто не боится следовать собственной мечте. Ведь мы единственное препятствие в достижении наших целей. Из прошлой части Тора, Любовь и Гром мы знаем, что пути стражей с громовержцем из скандинавской мифологии разошлись. Питер и его команда, мягко сказать, странных героев пытаются наладить жизнь на планете Забвения. Однако призрак бурного прошлого ракеты преследует их. Куилл, не оправившийся от потери Гаморы, вынужден снова объединить отряд для спасения ракеты, на кону дальнейшее их существование. Стражи Галактики, часть 3, проект, который станет частью 5-й фазы киновселенной Марвел, которую лихорадит после грандиозной саги Бесконечности. Режиссером проекта выступил Джеймс Ганн. Вполне понятно почему, ведь его радикально хулиганский стиль может помочь улучшить ситуацию поднадоевших фантазий Марвел. Кто лучше его может снимать высокобюджетные сказки про нелепых героев? Возможно, Ганну самому это надоело, поэтому это последнее его участие в рамках КВМ, поскольку теперь он начал работать на главных конкурентов Марвел. 1995 год. Вилли – адвокат с блестящей репутацией. Он специализируется на делах, связанных с травмами. Но в этот раз он взялся помочь Джерри, обанкротившемуся владельцу похоронного бюро, который пытается спасти семейный бизнес. Предстоит судебная тяжба против коррумпированного корпоративного гиганта Lowen Group. Эта компания представляла похоронные услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. И все же Гарри чудом удалось выиграть дело на сумму $500 миллионов. В результате Lowen Group вынуждена была объявить о банкротстве. «Похороны» – драматический фильм режиссера Мэгги Бетс. Сюжет фильма основан на реальной истории, описанной в одноименной статье журнала The New Yorker, опубликованной в 1999 году. В главной роли оскароносный Джейми Фокс, сыгравший адвоката Уильяма Эдварда Гэри, и не менее оскароносный Томми Ли Джонс, сыгравший Джеремия Джозефа О'Кифа. Актерский состав говорит сам за себя. В 20-х годах прошлого века на северо-востоке Оклахомы при загадочных обстоятельствах были убиты члены племени Осейджи. Это случилось после того, как на земле этого племени была обнаружена нефть. Серия громких преступлений спровоцировала крупное расследование ФБР, которым руководили 20-летний Эдгар Гувер и бывший техасский рейнджер Том Уайт. «Убийцы цветочной луны» – это экранизация одноименного романа Дэвида Гранна. Показ фильма на Каннском кинофестивале закончился 9-минутными овациями и всеобщим признанием кинокритиков. Не мудрено, ведь новый эпический фильм от мастера Мартина Скорсезе собрал поистине звездный актерский состав. В фильме снялись оскароносные Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Брэндон Фрейзер. Отмечу, что это уже 6-й совместный фильм Скорсезе и Ди Каприо и 10-й Скорсезе и Де Ниро. Американская пловчиха Диана Наяд на свой 60-летний юбилей решила сделать то, что раньше никому не удавалось. Она задумала в одиночку переплыть 177-километровый пролив между Кубой и Флоридой, кишащий акулами и ядовитыми медузами. Помочь реализовать ей эту безумную затею берется лучшая подруга Бонни Столл. Это невероятная история о преодолении, силе духа и упорстве. Ужаленная медузами, обожженная палящим солнцем, обезвоженная, преодолевая течение Гольфстрима ночью и днем, Диана продолжала плыть и плыть. Фильм «Наяд» – биографическая спортивная драма. Сценарий основан на автобиографическом бестселлере Дианы Наяд «Найти путь». Эта поистине удивительная история отражает вполне реальные события. Главные роли исполнили 4-кратная номинантка на премию «Оскар» Аннет Беннинг и лауреатка 2 премий «Оскар» Джоди Фостер. 89-летний Брэндон Джордан – британский ветеран Второй мировой войны. Свои последние годы он проводит в доме престарелых.
Неугомонный герой почтенных лет решил сбежать из места обитания, чтобы преодолеть непростой и долгий для него путь и посетить празднование 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии, участником которой он был многие годы назад. «Великий беглец» – еще одна интересная октябрьская премьера. Сюжет фильма основан на реальной истории ветерана британского королевского флота времен Второй мировой войны. В главных ролях прекрасный дуэт, двукратные обладатели премии «Оскар» Майкл Кейн и Гленда Джексон. Когда-то, 47 лет назад, они уже снимались вместе в фильме «Романтическая англичанка». К сожалению, Гленда не дожила до премьеры своего последнего фильма, она умерла 15 июня этого года. Но режиссер фильма Оливер Паркер успел показать готовый фильм актрисе за несколько недель до ее смерти. Главный герой работает специальным правительственным агентом. Тим Баллард выявляет и арестует причастных к изготовлению и распространению детской порнографии. Во время очередной операции он спасает маленького мальчика Мигеля. Его и сестричку похитили из Гондураса. Мальчик просит Тима найти его сестру. Не найдя поддержки начальства, Тим Баллард наставляет свою работу и отправляется в колумбийские джунгли. Чем больше главный герой вникает в преступную сеть, тем очевиднее становятся гигантские масштабы организации. «Звук свободы» – криминальная драма, основанная на реальных событиях. Тим Баллард, история которого вдохновила создателей фильма, выступил консультантом проекта. Именно с его подачи на главную роль был приглашен Джеймс Кевизел, наиболее известный ролью Иисуса Христа в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы». Angel Studios выпустила фильм в мировой прокат 4 июля этого года. «Звук свободы» стал неожиданным хитом и одним из самых успешных независимых фильмов в истории, собрав $231 миллион при бюджете в 14,5 миллионов. Сюжет этого фильма основан на реальных событиях. Нам расскажет историю жизни и деятельности известного американского физика-теоретика Джулиуса Роберта Оппенгеймера. Он был научным руководителем Манхэттенского проекта, в рамках которого разрабатывались первые образцы ядерного оружия. «Оппенгеймер» — это биографическая драма от культового режиссера Кристофера Нолана. Сюжет фильма берет за основу биографию «Американский Прометей» авторства Кая Берда и Мартина Джей Шервина, отмеченную Пулитцеровской премией, одной из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Роль отца атомной бомбы исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи, сыгравший главного героя в нашумевшем сериале «Острые козырьки». Остальной актерский состав вас также впечатлит. Эмили Блант, Мэтт Деймон, Железный человек Роберт Дауни-младший, Рами Малик, воплотивший на экране Фредди Меркьюри, и несравненный Гарри Олдман. По-моему, этим все сказано. Русалочка Ариэль очарована миром людей. Это становится причиной конфликта с отцом, королем Тритоном, и толкает ее на побег из дворца. В это время на поверхности моря шторм. Юная героиня спасает тонущего после кораблекрушения принца Эрика и влюбляется в него. Она хочет быть с ним там, в надводном мире, но на пути к ее счастью стоит слишком много препятствий. Мультфильм 1989 года, снятый по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, лег в основу новой постановки. Роль русалочки неожиданно сыграла темнокожая Холли Белли. Это стало причиной того, что промо-ролики фильма получили кучу дизлайков на ютубе от недовольных поклонников голубоглазой морской дивы из оригинального мультфильма. Ну что, у меня на сегодня все. Такими были фильмы ушедшего 2023 года, которые имеют высокий зрительский рейтинг. Мы и дальше будем информировать вас о тех проектах, на которые стоит обратить внимание. Ну а вы обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. Всем пока-пока, услышимся!